Всем привет, вы на канале Twin Китая. Мы продолжаем проходить игру Death in Texas. 7-й день. Да, 7-й день, прекрасно. Куда? Тут уже работа, да? Денежки. Денежки. Да. Так. Мужчина покончил с собой, потеряв все семейные сбережения после краха фондового рынка. Известный финансист найден мертвым после краха на фондовом рынке. Полиция подозревает, что это было то самое... Да. Продажные банкиры. По данным следствия, руководство Мастербанка... Мастербанка долгие годы занималось аферами. Да, срать хотела поговорить, честно говоря. Известный политический комментатор умирает от инфаркта. Телемаркетинговая компания подала банкротство после смерти ведущего маркетолога. Черновик монографии по истории Космополис занимает 1000 страниц. Мы публикуем его посмертно, как дань уважения ученому историку. Хлоя Миллер покорил неприступный пик скалистого червя для фонда «Спасем маленьких детишек, я сделаю все», заявил спортсмен. Не пропустите новую статью о том, что сторонники постгуманизма думают о будущем человечестве, и исследования формы пятен крови показали, что на самом деле это лженаука и польза от нее 0 без палочки. Окей. Прекрасно. Закройте, пожалуйста. Я ничего больше не покупала, да? Ладно, открой меня. Доброе утро, Жнец. Сегодня мы попробуем исправить то, что ты натворил вчера, так что выше нос. И помни, с какими бы трудностями ты не столкнулся, завтра будут новые. Все неважно. Я уже просто записываю 3 видео подряд, и у меня язык заплетается. Указания на день. 2 человека должны умереть. Пощади тех, кто помогает другим людям. Будь бдителен. 2 должны помереть, а тех, кто помогает, щадить. Ну, давай. Агу. Агу. Это кто? Флориан. Так. Да, нет, кто знает. Каким языком, да, это нет. А вот моя копилочка. Монетки сюда. Я положила в нее монеточку. Ну, окей. Я положила монеточку. Давай. Стой здесь вот где-то. Иварс Бергс, 28 лет, разработчик видеоигр, веган, друг животных, помогает другим людям, окей. Технокик, безумный гонщик. Иварс никогда не бездельничает, учеба, саморазвитие, тренировки, упорный труд. Иварс живет так, словно завтра конец света, что, в принципе, недалеко от истины. Лежи пока здесь, не знаю, не уверена. Сацуми, 35 лет, тренерка. В прошлом страусиная наездница. Этот человек теперь тренирует жокеев страусиных гонок, после того, как пинок истовой птицы загубил его карьеру. Ее, наверное. Сацуми знает все об этом жестоком спорте, делится знаниями с учениками. Страусы для Сацуми не более чем средство, и втайне от властей Сацуми устраивает нелегальные бои страусов. Так, короче, давай вот так вот положим, да? Нейнга Агу, 24 года, студент. Пока Нейнга учится по обмену, на родине идут массовые протесты против кровавого режима. Нейнге приятно быть вдалеке от массовых волнений, но беспокойство за семью и друзей нет-нет, да и омрачают настроение. Университет вяло поддерживает протесты, и от этого Нзинга или как Нзинга становится еще мрачнее. Медицинский эксперт. На работе Флориан изучает форму пятен крови, а после работы убивает людей. Флориан находится на тех, кто по той или иной причине избежал правосудия. У этого человека почти не останется времени на отдых, слишком плотный график, слишком много мерзавцев надо убить. Пощади тех, кто помогает другим. Убивать плохих людей — это помощь другим или нет? Помогите, я не знаю. Частично, что ли? Немножечко. Ладно, это не помощь другим, правильно? По идее, да? Я не знаю. Первый есть, еще одну надо. Пилот вертолета. Блейз возит на вертолете самого премьер-министра. Блейз обожает свою винтокрылую машину и летает на ней дни напролет, даже как-то сам премьер. Медицинский, эксперт. Может быть, медицинский это связано с помощью людей? Сидит в офисе. Что до топлива, то за него, разумеется, платят налогоплательщики.
Грешник. Род занятий грешник? Что? Ансан жить не может без греха и совершает по 4 смертных греха каждый день. Ансан живет в пещере за городом, потому что скрывается от полиции. Окей. Все остальные живут. Жизнь, жизнь. 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 Все, все готовы. Приветствую, жнец. Наступил конец рабочей недели, а значит, подходит срок твоей аттестации. Как ты оцениваешь свою работу? Я уже набил руку, анкеты приходят, я целых вам и никаких проблем. Любопытно. Мы учтем это, когда будем составлять твой психологический профиль, а теперь, прежде чем приступить к аттестации, посмотрим, как у нас дела сегодня. Так, все анкеты должным образом отмечены. Превосходно. Это зачтется тебе при аттестации, что ж, думаю, пора приступать. Готово, приступим. Так, куда я делаю эти бумаги? Ага, ну вот, верно. Если верить данным, то мы видим, что по итогам недели ты показал превосходные результаты. Мне правоотрадно видеть столь явную демонстрацию лояльности с твоей стороны. Все хорошо, и потому канцелярия решила повысить тебе жалование. Спасибо. О, не благодари меня. Впереди еще долгий путь. Кстати говоря, прибавка не единственное, чем мы можем тебя порадовать. Канцелярия вручает тебе знак отличия, чтобы он всегда находился на твоем рабочем месте. 4 сдержанных хлопка. Не позволяй успехам вскружить себе голову. Тебе предстоит многому научиться и освоить работу с более сложными инструкциями. Еще больше инструкций? Правильный рабочий настрой, и ты к ним привыкнешь, не волнуйся. Подведу итог. 7-дневный испытательный срок завершен, ты прошел аттестацию. Это все, до завтра. О, давай, сложнее, я готова. Я за. 400 денег. 400 денег. Можно что-то купить мне? Спиннер. Зловещая безделушка, денег нет. И тут денег нет. На одежду есть деньги, но я не хочу ее тратить на одежду пока что, потом потрачу на одежду. Логово Цербера, давай сходим. Что это такое за цветочек? Что за цветочек красивый? Эй, не, просто троеточие. Еще троеточие. А я поклацаю троеточие, дайте мне, пожалуйста, этот. Дайте ачивку. Че, ачивок не будет? Какое странное растение, что ты делаешь? А что, по-твоему, я тут могу делать? Пью, отдыхаю после трудового дня. Что это? Что за... Постой, ты что, из отдела по вопросам растений? Кто тебе рассказал про отдел по вопросам растений? Мне что, не положено об этом знать? Никому не положено знать об отделе по вопросам растений. Забудь обо всем, что слышал, сынок. Нет, такого отдела не было. Да ладно, расскажи мне. Мне нечего тебе рассказывать. Я тебе не верю. А мне, сынок, абсолютно фиолетово. Правда? Мы будем все отрицать. Да брось уже, давай колись. Оставь в покое старое больное растение. Но ты можешь мне доверять, честно. Мы правда можем тебе доверять. Я умею хранить секреты, так что ты просто обязан мне все рассказать. Ты ведь иначе от нас не отстанешь, да? В общем, сынок, это самый обычный отдел. Не такой же большой, но крайне загруженный. И почему он такой загруженный? Сам ты как думаешь, наше дело заниматься жизнью растений. Вот только растений этих до хрена. Побольше, чем людей. Куда ни плюнь, попадешь в растения. Почему ты сразу не рассказал о себе? Ты бы знал, как нас достали. Все хотят знать об отделе по вопросам растений. Вот почему бываем тут лишь по воскресеньям. Меньше шанс, что будут докучать расспросами. Вообще, кто тебе сказал, что наш отдел какой-то особенный? Рок. Твой босс? Знаешь, сынок, он просто тебя разыгрывает. Что ж, теперь ты нам форменный допрос устроишь, да? Так как тебя зовут? Герберт. Угу. Ну, типа, гербарий. Герберт. Понял. Ага, игра слов, понял.
Рад, что у тебя есть мозг, а вот этому зеленому парню повезло меньше. Мой приятель Тим не такой сообразительный. Тим, скажи привет. Кто такой Тим? Тим — это мой партнер с корнями, листьями и стволом. Но еще иногда он цветет и очень приятно пахнет. И тогда пчелы из отдела по вопросам пчел находят нас весьма привлекательными. Тут есть отдел по вопросам пчел? А то. Странно бы его, если бы не было. Только не спрашивай меня об этом отделе по вопросам пчел. И все же ты что-то скрываешь. Что-то у вас нечисто в этом отделе по вопросам растений. А тебе ничего не утаишь. Так и быть, мы расскажем тебе тайну. Но если кто спросит, откуда узнал, ты кинешься пнем. Никому ни слова. Обещаю. Но если ты проболтаешься, помни, у нас длинные стебли, они могут потянуться далеко, даже до твоей комнаты, если понадобится. Наши корни могут обвиться вокруг глупого черепа и раздавить его, как скорлупу. Ну и жуть. Как расплата для глупцов. Так что слушай внимательно. Мы тайно создаем культ древопоклонников. Когда он окрепнет, его адепты призовут хтонического древозверь... Боже мой, господи, да. Древо звери бога Биосферуса. Ты что, стебешься надо мной? Нет, разумеется, мы не шутим. Насчет корней в моей комнате и всех этих намеков. Вроде говоря, сынок, мы просто воспользуемся ножом. Ты прав, мы еще поболтаем. Не в этой жизни. Типа я могу выбрать одного, с кем я могу поговорить? Или что? Давай с ней. Ну, типа на одном экране или что? Рада тебя видеть. Сегодня у нас без новостей. Обычно тихо воскресенье. Могу чем-то помочь? Это растение немного странное, нет? А ты про то симпатягу за дело по вопросам растений, которые в горшочке? Строит из себя социофоба бывает у нас лишь по воскресеньям, когда народу поменьше. Странно, ведь я вижу, что он любит поболтать. Но мне нравится его чувство юмора. Оно необычное. Вот все, что я могу сказать. Мне бы выпить. Кофе со льдом, тепловая смерть вселенной. Кипнуть Герберту и Тиму. Лед и сладкий сироп приглушают горький и землистый привкус кофе, но лишь отчасти. По правде говоря, на вкус напиток напоминает грязь. Кубики льда хрустят на зубах. В принципе, ощущения весьма оригинальные и даже изысканные. Такой вкус, наверное, будет в последних дней вселенной. Ну, я пойду. Почему я не могу поговорить с Гасом? Ладно. Странно, почему не могу. Пошла спать тогда. Так. Дешевая деревяшка с пластиковыми вставками. С уважением, лучшему новому сотруднику. Какая чушь. Ну, окей, пусть лежит тут. Best. Это я, да. На свалках Космополиса находят все больше дохлых страусов. Медицинский эксперт оказался серийным убийцей, преступник застрелен полицией при попытке оказать сопротивление. По мнению главы Сент-ТВ, из истории о серийном убийце можно сделать потрясающий детективный сериал. Студенческие волнения захлестнули страну, владельцы собственности подсчитывают ущерб. Сенат рассмотрит закон о запрете мелких собраний и согласованных акций протеста. В пещере найдено тело грешника, беднягу раздавили награбленное сокровище. Доброе утро, жнец. Уже целая неделя прошла. Как быстро летит время. Ладно, работы впереди много. Думаю, мы все же что-то меняем в этом мире, так что давай продолжать в том же духе. Указания на день. 3 человека должны умереть, почти всех, кому от 35 до 60 лет, если удастся. Так держать. 3 человека умереть, пощадить всех от 35 до 60. Но вот эти двое надо пощадить, потому что им от 35 до 60. Сборщик налогов. Ромейн обладает суровым нравом и не менее суровой внешностью. В прошлом помощник ростовщика, теперь этот человек собирает налоги. Выглядит так, словно готов переломать ноги всем людям поблизости. Не мудрено, что налоги этот человек собирает очень эффективно. Жизнь.
Мотивационный коуч. Это человек настоящий краснобай, который знает, что только харизма и умеет этим пользоваться. А Меркьюри может убедить кого угодно в чем угодно, и потому уже долгие годы работает мотивационным коучем. Недавно этому человеку пришла в голову идея создать нечто вроде секты. Так, 3 должны умереть. Ну, очевидно, вот эти все должны умереть. Ну, давайте хоть прочитаем про них. 30 лет. Философ Элиль вникает во все дисциплины сразу, пытаясь познать великие тайны мира. Философ. Эта гениальная всезнайка придумала универсальную теорию всего. Правда, там все не очень хорошо вяжется между собой, но тем веселее. Так. Художница. Дая работает с обнаженной натурой, и только с ней. По неясным причинам эти картины не продаются. В последнее время Дая начинает подумывать о том, чтобы упасть в объятия греха. К этому решению художницу подтолкнула героическая смерть известного грешника по имени Ансон. Этот человек успевает и учиться в вузе, и работать инженером, и заниматься музыкой. Масашиге нравится создавать уникальные музыкальные инструменты из разного хлама. Это тоже было легко. Жнец, да, вот это хорошо. Так, ладно, послушай меня. Ты сегодня молодец, выполнил все мои инструкции и все такое, ладно, неважно. Мне придется уехать на пару дней, случилось ЧП, я должен уделить этому все пристальное внимание. И кому в конце дня мне докладываться? Вопрос в точку. На время моего отсутствия замещать меня будет другой сотрудник. Хоть ты и прошел аттестацию, я не могу оставить тебя совсем без надзора. Да, у тебя будет больше свободы действия, но лишь в определенной степени. Как обычно, в конце дня у тебя будут принимать отчет. Впоследствии мне обо всем доложат. Без проблем, буду работать как прежде. Да, наверное. К тому же вы уже знакомы. Меня будет замещать леди Мурсингтон. А, кошечка? Окей. Мило. Очень мило. Кошечка. Так, проклятая тыква, прикольно. Наступила осень, самое тоскливое время года, и именно с таким выражением лица нужно встречать осенние праздники. Внимание привлекает взгляд, пронизывающий насквозь взгляд бездушных, пустых, темных глаз. Плач скорби устройства, инферальный светильник устройства. Показывает то, что глубоко скрыто. Сперва вы делаете выбор только потому, что это показывает. В противном случае вы вряд ли узрите что-то полезное. Почему? Ну, так эта штука работает. Вот это интересно. Внутри этой стеклянной сферы кружатся странные пятнышки, а в центре миниатюрной бури заметны размытые силуэты. Кажется, будто сей маленький мирок все время меняется. Угу. Где мои денежки, здрасте. Присоединяйтесь к Меркьюри на пути к славе, вступайте в общину и познайте откровения. Так дальше. Не пропустите. Громила отваживает 3 типов, уличенных в сексуальных домогательствах. Ненавижу свою работу. Отчет. На носу к празднику урожая. Участвуйте в конкурсе. Фермер, который вырастет самый большой овощ, получит большой денежный приз. Так. Шлю привет издалека, жнец. Так, сразу после моего отъезда все пошло наперекосяк в отделе по вопросам растений, какие-то проблемы, даже не спрашивай. Поэтому ты, жнец, сегодня им поможешь. Надеюсь, тебя это не затруднит. 3 растения должны умереть. 3 растения должны умереть. Желаю удачи, Рок. 3 растения должны умереть. Ладно. Окей. Как-то? Что это такое? Ладно. 3 растения должны умереть. Тыква обыкновенная. Возраст 2. Бодибилдер. Эта тыква выросла очень большой и весит уже под тонну. Овощ продолжает расти. Тыква живет на местной ферме, где очень строго соблюдают законы об охране окружающей среды. Тыква очень рада, что ее не затопило недавним наводнением. При прочим тыквам с той же фермы бы повезло меньше. Окей. Лисохвост луговой. Возраст 1. Фотосинтез. Очередная чертова мать ее травинка. Я буду писать очмет на каждой из этих гребаных анкет. Как же мне все это осточертело.
Эта травинка несколько выделяется на фоне остальных. Она чуть меньше в высоту, совсем чуть-чуть. Поле, где она растет, сплошь покрыто точно такими же травинками. Агеротина высочайшая. Родитель. Агеротину еще называют пасконником морщинистым. Данный экземпляр растет на коровьем пастбище, достиг полуметра в высоту и уже обзавелся маленькими белыми цветами. Очень скоро его семена, обрамленные белым пушком, разлетятся во все стороны. Короче, вот это вот убираю, потому что белый пушок это вообще плохо, потому что у некоторых людей аллергия. Я не знаю, почему я сейчас сказала это. Я просто не знаю, как вообще выбрать. 3 растения должны умереть. Сори, растения, ты умираешь. Мне очень жаль, я не знаю. Венерина мухоловка. Борец с вредителями. Венерина мухоловка живет в лесу около пруда и ловит самых разных насекомых. Жучки, комары, мухи, стрекозы. Кто только не попадает на обед к этому растению. Венерина мухоловка гордится тем, что добросовестно вносит вклад в работу местной экосистемы. Это жизнь, потому что она классная и выглядит круто. И это жизнь, потому что она просто прикольная. А вот эти вот двое тоже смерть, потому что я так решила. Да. Да, я... Окей. Ой, кошечка. Кошка лежит на столе, растянувшись. До вас ей нет никакого дела. Святые кости, какая же ты все-таки миленькая. Ладно, не буду это говорить. Вежливо кашлянуть. Кошка поворачивает к вам мордашку, приоткрывает один глаз. Кошка недовольно мяукает себе под нос и кладет лапку на кучу бумаг, что в беспорядке разбросано по столу. Кошка явно довольна. Затем она сворачивается клубочком и скрывает глаза. Да, увидимся завтра. Кошка вернулась к своему обычному состоянию, полному безразличию к вашей персоне. Она тихо помуркивает. Вы выходите за дверь, и кошка мяукает вам на прощание. Как мило. О, ура, деньги. Что тут у нас есть? Ты как солнце являешься каждый день, согреваешь сердце старого пирата. Лицо великого древнего, одежда Баону и правда внушает ужас. И потом, разве вы не хотите выглядеть словно монстр из далекого прошлого? К тому же щупальцами удобно хватать разные предметы. Монеты судьбы. Откройте любой клад, это по большей части будут монеты. В глубинах этого зеркала мутнеет бесконечная бездна потустороннего мира, она отражает все. Ну, правда, ваш череп. Давай монету судьбы купим, потому что просто... Я хочу эту монету. Эта монета принадлежала какому-то челику. Единственное, что осталось от одной древней цивилизации. Однажды безумный Тед высадился у их деревни и собрал всех. Всех до единого. Короля, мудрецов, нищих, всех. Решил судьбу каждого с помощью этой монеты, как скажет госпожа Удача. Население этой цивилизации сократилось вдвое, кальмаром всем в бухту, а прочие вымерли медленно и печально. Потом мы с парнями взяли Теда на абордаж, Устья, Синтели и Нора, господи боже мой, ну и бойню уже мы учинили. Но сокровище этого стоит. Короче, это очень полезная штука, если не знаешь, с чем поужинать, поможет принять решение. О, окей, в общем, бесполезная хрень, так и запишем. Хорошо, бесполезная хрень, прикольно. Такое впечатление, что она бездонная. Что это такое? Посмотрите, это что за прикол? Если монета судьбы, с одной стороны череп, с другой символ жизни. А, типа жить или умереть, если не могу решить. Прикольно будет тут лежать. Окей, если не смогу решить, то использую. В больнице поступает все больше людей с симптомами отравления коровьим молоком. На празднике урожай победила гигантская тыква. Местный фермер обещает потратить приз на обустройство фермы и борьбу с последствиями наводнения. Доброе утро, жнец. Дела налаживаются, дел по вопросам растений вернулся к нормальной работе. Ты же у нас теперь опытный сотрудник, знаешь, как все тут устроено. Мы сдерживаем хаос, укрепляем порядок, ну и все такое. Указание на день. 2 человека должны умереть. Давай поправим равновесие рок. 2 человека, это и все, это легко. Это очень легко. А это что за... Там как-то это странно выглядит. Нет, это выглядит очень странно. Будто бы не по-настоящему какая-то анкета, не знаю. Как реагировать? Вот это. Короче, 2 человека, давай. 64. Пенсионер. Этель в браке уже 40 лет. В счастливом браке, несмотря на частые интрижки, что случались после рождения первого и второго ребенка. Впрочем, дети уже выросли, теперь Этель нянчит внуков.
Как же с ними непросто. Одному нельзя есть арахисовую пасту, другому сэндвичи с мясом. Почему? Эх, отель не знает, раньше такого не было. Понятно. Шеннон Грин, 27, безработный. Шеннон роется в мусорных баках, ищет там мебель. Этой мебелью Шеннон обустраивает заброшенные дома и живет там с друзьями бездомными. Шеннон много путешествует на поездах, правда, без билета, и выращивает полезные растения в общественном саду. Хз. Главный редактор. Амандус – человек, чье трудолюбие и вера в успех превратили Daily Moon из захудалой газетенки в крупный таблоид. Амандус безжалостно вторгается в личную жизнь других людей и пресекает любые слухи о своей персоне. Могильщик. Восходит ржавое солнце. Ночью вновь была перестрелка. Эти слова Лилиан повторяет каждое утро, всматриваясь вдаль. Лиланд ждет... Лиланд, окей. Лиланд ждет, когда привезут новые тела. Потом... Что? Потом. Наверное, потому что. Потому что новый день всегда приносит с собой новых убитых. Иногда в сырой земле попадаются кости, и тогда Лилиан разыгрывает с ними сценки из Вамлета. Окей, 2 человека должны умереть. Понятия не имею. Ну, вот это давай. Вот это давай. Вот так. Вот так просто все, да. Вы входите в кабинет, кошка то ли чем-то недовольна, то ли встревожена, ходит по столу кругами. Кошка буднично нарезает круги по столу, разминая свои пушистые лапки. Расценю это как знак того, что я справляюсь. Кошка беззаботно потягивается, отряхивается, похоже, животное довольно. Кошка коротко качает головой в сторону двери, намек вполне прозрачный. Типа, свали отсюда. Окей. Сколько у меня денег? 900 денег. Я хочу вот эту маску купить. Чумной доктор. Потому что она красивая. Как-то я пришел на сходку, там были разные богатенькие придурки. Там был один клоун с этой штукой на голове, профессиональный атрибут, так он ее назвал. Ну, ты так взгляни, дурацкий длинный клюв, придурочные очки. Какая нелепица. Пришлось ее забрать. Видимо, ограбили их всех. По крайней мере, от них хорошо пахло, пока они не обмочились со страху. Вот тогда маска действительно пригодилась. Спасибочки, а я ее могу надеть? Примерочная, надо обзавестись зеркалом. Да в смысле зеркалом? Никакой, куда зеркалом? Блин, ну что за бред? Почему зеркало? Ладно, давайте на этом закончим. Забавная игрушка все еще, я считаю. Я надеюсь, что в ней будет какой-то, не знаю, сюжет, развитие, что-нибудь. Что-нибудь, короче. Я просто надеюсь, что здесь что-нибудь будет. Я думаю, что мы еще снимем пару серий. Пока что вроде как сюжет есть. Развитие, по крайней мере, есть. Ну, а там посмотрим. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.